Всем привет, меня зовут Лиза и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы вместе с вами посмотрим на один очень красивый и интересный мод, который называется «Помезание». Девка за рулем, девка за рулем, Помезание – это историческая область в Пруссии, одна из областей, на которые делилась провинция Западная Пруссия до реформы Фридриха Великого. В настоящее время составляет часть Поморского и Варминско-Мазурского воеводств Польши. Особенности данной карты. Это автономная карта, выполненная в масштабе 1:1. Она имеет 12 городов и населенных пунктов, много километров дорог и свои объекты на карте. Помимо этого, на этой карте вы встретите красивые пейзажи, интересные развязки и много достопримечательностей. Мы с вами будем играть на версии мода 1.3, которая специально адаптирована под Euro Truck Simulator 2 патча 1.41. Что же изменили в новой версии мода 1.3? Полная замена дорожных знаков на всей карте МАЦ-32. Почти 45 километров дорог. Были добавлены районы, которые вы сейчас видите на экране, и также промышленный город. Добавлены две компании ВТС Вантранс и РКС Логистика. Добавлены продавцы Volvo, Renault и MAN. Добавлено больше деталей и исправлено отображение названий точек обзора. Также были исправлены ошибки, которые могли возникать на более ранних версиях этого мода. И отдельное спасибо мне хотелось бы сказать своему подписчику Владимиру за идею для этого видео, так как ни один еще русскоязычный блогер не снимал обзор на этот мод именно для версии Euro Truck Simulator 1.41. Именно поэтому, как вы уже поняли, видео с Resident Evil 8 переносится на вторник. Совсем скоро мы с вами уже возьмем груз, который мы повезем на этой же карте в новый город, но перед этим я хочу вам показать одну очень интересную особенность этой карты. Вы уже видите на карте значок камеры, и также вот он сейчас появился перед вашими глазами. Такие значки, они разбросаны здесь по всей карте, и наезжая на этот значок, нажимая на кнопку Enter, только она почему-то не нажимается. Но не забудьте перед этим заглушить двигатель вашего тягача, иначе у вас ничего не получится. И после того, как вы нажмете кнопку Enter, вы увидите прекрасные пейзажи этой карты. Мы с вами сейчас повезем уксус 15 тонн в город, как этот город называется? Город Пельмешцы. Короче, Пельмешцы, не знаю, как это правильно читать, поэтому оставляйте ваши комментарии, может быть, кто-то смотрит меня с Польши и скажет, как правильно читать название этого города, или, может быть, это вообще деревенька небольшая, сейчас мы это узнаем, но мне кажется, это Пельмешцы. После того, как мне вернулись все запахи и вкусы, мне только Пельмешцы везде и мерещится, особенно после стрима, на котором вы говорили мне про еду и все такое под конец. Так, здесь нам опять надо направо. Кстати, развилка очень необычная. Выглядит это интересно, но в то же время страшно въехать. Я так понимаю... А, нет, все-таки там кто-то есть. Здесь кто-нибудь есть? Так. Опять подумала, что там пусто. Не знаю, может немножко проехать вперед. Так. Все, здесь никого. Быстренько выезжаем. Вот так вот. Все. Вообще здесь дороги прям очень интересные развязки, интересные развилки. Здесь вот опять нам по пути попадается какое-то кольцо. И вообще выезд из города такой непростой. То есть тут не просто пару улиц проехал и все, ты уже выехал на трассе. Нет. Здесь нужно прям крутиться, вертеться и не заблудиться. Вот так вот. И даже пейзажи, прям вот все, что вокруг. Мне нравится, как карта проработана. Так, у нас тут главная дорога, и причем главная дорога потом еще продолжается.
продолжается вот сюда. И здесь у нас, понятное дело, тоже главное, то есть даже знаки, все, прям все понятно, даже трещинки на асфальте. И как вы уже, я думаю, заметили в начале видео, когда я только еще с вами здоровалась, моя Scania, она выглядит немножко по-другому. То есть как немножко по-другому, это не та Scania, на которой я обычно катаюсь. Разогналась сильно. Это не та Scania, на которой я обычно катаюсь. Здесь опять же желательно смотреть на указатели. Справа, слева у нас надпись. Не успела на нее посмотреть. В общем, здесь еще много интересных достопримечательностей. Думаю, пока мы будем ехать, мы с вами это все успеем посмотреть. И что я говорила про Scania? Scania у меня здесь другая. Я ее сделала максимально похожей на свою Scania, на которой я катаюсь обычно в своих видео и стримах. Но здесь, когда я пыталась установить эту карту, этот мод на свой профиль со своей Scania, у меня это сделать не получилось. Поэтому запоминайте, для того, чтобы вам установить этот мод, эту карту, вам нужно скачивать дополнительный профиль и уже туда устанавливать эту карту, потому что иначе не получится. Но я думаю, что это небольшая проблема, но если вы этого делать не умеете устанавливать дополнительные профили, то видео об этом выйдет в понедельник. Так что не переживайте, я все расскажу, все объясню. Здесь даже автобусы такие интересные. Ой, очень милый автобус. И далее впереди какая-то опять странная развязка. А, это то, что под нами на карте. Я подумала, сейчас у нас опять будет какая-то развязка. Нет, просто прямая дорога. Указатели, прям все так продумано. Здесь даже рекламные баннеры написаны на польском языке. И очень-очень много всяких разных указателей. Я надеюсь, что вы не расстроились, что Резидент вышел не сегодня, и вместо этого вышло это видео, потому что я считаю, что эта карта, она реально, но она прям очень крутая, и она, несмотря на то, что она небольшая, она очень-очень хорошо проработана, прям до мельчайших деталей. Здесь нету багов, нету никаких лагов. Здесь понятно, откуда забирать груз. В отличие от одной карты, на которой я каталась в стриме на КамАЗе, где я не могла груз забрать, наверное, полчаса. Здесь все ясно, здесь все предельно понятно. И я думаю, что эта карта, этот мод, она прям заслуживает отдельного видоса. Я считаю, что вы просто должны этого видеть, потому что, ну, реально здорово, реально круто. Я уже не знаю, сколько раз я об этом сказала. Макдональдс. Далее у нас здесь опять указатели в разные города. Кстати, вот это вот что за знак с какой-то звездочкой. Не успела на него посмотреть, что он означает, я немножечко не поняла. Давайте перестроимся влево, хотя нет, не перестроимся, там и едет другая машина. Так, добро пожаловать в Мальбург Вилбак. Я не знаю, правильно ли я это читаю. Если что, поправьте меня, и мне реально интересно, как все-таки читается название города, куда мы едем. Конечно, ошибиться бы не хотелось, но мне кажется, все-таки читаю я это неправильно. Это, конечно же, никакая не пельмешция. Что, здесь мы перестроимся? Хочу поехать еще в левой полосе, может быть, мы увидим еще что-нибудь интересное здесь. И, кстати, как вы еще, может быть, тоже успели обратить внимание, мы с вами везем уксус, и там было написано, что везти этот груз 17 километров. Но так как здесь масштаб 1 к 1, ехать мы с вами будем дольше, потому что 17 километров я бы уже отвезла. На обычной карте ETS я бы уже давно бы отвезла этот груз, но здесь этот груз, он большой, и из-за масштаба мы с вами везем его прям вот как в жизни. И тем временем я уже разогнала нашу Сканию почти до 120 км в час. Конечно, скоростной режим соблюдать мне не очень хочется.
Хочется проехаться прямо здесь с ветерком. Здесь реально очень интересные баннеры, даже баннеры продуманы. Здесь не просто, не знаю, какие-то тикачи нарисованы, а реально Кока-Кола, Макдональдс, еще всякие разные рекламы. И реально прям просто красиво. И другие автобусы. Кстати, впереди я вижу, что автобус такой же, как и на обычных картах ЕТС катается. Опять какой-то мост. Интересно, наверное, на нем нельзя ездить. Наверное, это просто как текстура красивая. Кстати, эта Scania, она на 730 лошадиных сил, поэтому она помощнее моей, хотя мы на прошлом стриме с вами поставили движок получше, эта Scania все равно быстрее. Вот. Но мне моя все равно нравится больше. Здесь, я так понимаю, ограничение 120 км в час, поэтому да, 120 км в час ограничение. Первый раз, кстати, вижу такое прям большое ограничение, это даже почти и не ограничение, потому что на обычных картах я помню, что там 90 максимум было, и больше уже, по идее, нельзя. А здесь прям 120 едешь спокойно. Конечно, не считая, как в АТС вообще, там вообще ограничений нет. Опять зеленый автобус рядом. Какие-то интересные слова на чешском языке. Я цепанула тягач. Ну, ничего страшного. Главное, что не как в прошлом видосе, где я срезала очень сильно поворот и вообще влетела в желтый тягач, в желтую фуру. Всех, наверное, передернула просто с этого. Поэтому здесь мы с вами... Это у нас такая экскурсионная поездка. Поэтому даже несмотря на то, что я еду довольно быстро, я думаю, можно посмотреть по сторонам, полюбоваться этими пейзажами. Если что-то будет прям очень интересное, я приторможу, мы с вами вместе это рассмотрим. Так, я впереди вижу какое-то дорожно-транспортное происшествие, поэтому мы с вами аккуратненько это как-то объедем сейчас. Так, впереди вертолет, и там будет невидимая стена, и поэтому я объехать это нормально не смогу. Даже не знаю, построят ли нам навигатор нормальный объезд, который будет не сильно длинный. Ну, посмотрим. Посмотрим, что он нам сейчас предложит, какой объезд. Здесь уже у нас куча машин, ограничение 50 км в час. Поплетемся, обгонять нельзя, потому что здесь двойная сплошная. Но в прошлом видосе меня почему-то это не остановило, там была двойная сплошная, и я все равно обогнала ту фуру, но ничего страшного не произошло. Вот этот вот знак, какая-то снежинка. Может быть, не знаю, оледенение дороги зимой или что. В общем, кто знает, что этот знак означает, то напишите в комментариях, потому что прав у меня нет. Знаков я особо не знаю. Кстати, здесь даже мусор прорисован. Даже мусор в этих канавах прорисован. Я только сейчас заметила это. Реально, карта настолько детализированная, что они даже мусор здесь нарисовали. Видео будет называться «Еду полчаса и удивляюсь мусору». Какая-то женщина там красивая была. Так. Вроде никого нету. Ой, есть. Объезжаем. Вот, кстати, обратите внимание. Что-то интересное. Аэропорт, что ли? Просто я вижу там слово «air» и куча всякой рекламы. Реально, пока едешь, можно невзначай отвлечься и въехать во что-то, потому что все интересно, все хочется рассмотреть, даже вплоть до рекламы, которая у них здесь кругом висит. Интересный знак. Там была какая-то лошадь нарисована. Я хотела посмотреть, поздно затормозила. Так, и мы с вами возвращаемся обратно, объезжаем это происшествие, опять этот знак со звездочкой.
Едем в Пельмешцию. Или Польмешция, или Польмеция. Надо будет реально потом посмотреть, как правильно читается этот город. Но, кстати, правда, может быть, кто-то есть с Польши, кто понимает русский язык, кто смотрит меня. Было бы очень интересно об этом узнать, потому что я знаю, что у меня и так подписчики вообще с разных стран, кто-то с Украины, кто-то там с других разных интересных городов. Видела, человек ко мне на стрим заходил из Бразилии. Очень много разных людей, и я всех так объединяю. Так, это капли на лобовом стекле, и это начинается дождь, или мне кажется? Конечно, хотелось бы без дождя. Но я так понимаю, без дождя не получится. Поэтому включаем наши дворники. У нас взяли за что-то оплату. За что это была оплата? Непонятно. Мы, наверное, что-то пересекли. Нас взяли за это деньги, отобрали. Так, дождь все сильнее и сильнее. И, кстати, здесь часто попадаются желтые машины. Не знаю, это как-то связано или нет, но частенько. Ограничение 120 здесь опять. Но почему-то все едут как-то медленно. И сейчас ограничения будут у нас опять 100. Ближайший километр я успела прочитать, там ближайшую 1000 метров. Опять желтая машина. Впереди еще одна желтая машина. Значит, это не просто так. И мне не показалось, реально на этой карте много желтых машин. Ну, реклама пиццы. Кругом реклама еды. На стриме тоже с вами обсуждали еду. Я такая голодная была потом, когда закончила этот стрим, поэтому прибегом побежала к холодильнику после последнего стрима. И, кстати, раз уж я заговорила про вкусы, про еду, про запахи, я уже... добро пожаловать в Пельмешцию. Польмешция... Как это читается? Действительно, я не знаю. После того, как ко мне вернулись запахи и вкусы, реально хочется есть вообще сейчас абсолютно все. И вся еда, которую я уже раньше, понятное дело, ела, у нее другой вкус, и он такой интересный, и все так вкусно. Не в том смысле, что вкус поменялся, а в том, что не по вкусу вкусно, но по сути вкусно. В общем, необычно все вкусно. После того, как долгое время не чувствуешь вкусы и запахи, даже обычная колбаса и обычный хлеб, они приобретают такой вкус, что вкусно, что реально хочется есть и есть. Я надеюсь, я не наберу. Слева что-то очень интересное, только я не понимаю, что это такое, и нам надо направо. Все. Так, и здесь перестраиваемся налево. И, кстати, скользко. Довольно скользко, поэтому надо тормозить поаккуратней. Так. Мы уже с вами видим флажочек. Мы с вами довольно быстро доехали. И пока мы с вами, кстати, не успели доехать, хочу вам напомнить о том, что на 4000 подписчиков я обещала сделать Discord-канал свой, где вы сможете общаться, создавать конвои, кататься там вместе, договариваться. В общем, Discord вы хотели, я его сделаю. Осталось нам собрать совсем немножечко, поэтому если вы уже на меня подписаны, если вы меня смотрите и почему-то до сих пор не подписаны, то обязательно подписывайтесь, потому что впереди еще море интересного всякого разного контента, не только ETS 2, не только ETS.
а также куча других разных игр, конечно же, скоро будут на канале. Но если вы подписаны уже, то, пожалуйста, делитесь моим каналом со своими друзьями, со своими знакомыми, которым, по вашему мнению, будет интересно смотреть мой канал, интересно смотреть мои видео. И чем быстрее мы с вами наберем 4000, тем быстрее у нас с вами появится Discord-канал, который вы у меня так давно просите. Куча всяких знаков, куча всего интересного. Тут у нас справа стоянка, можно поспать. Но это так же, как и на обычных картах. Так, и здесь у нас железнодорожные пути. Я надеюсь, никто не едет. Все, никого нет. Главное, побыстрее проехать эти железнодорожные пути, чтобы не ждать, когда проедет поезд. Так, здесь ограничение 30 км в час почему-то. Здесь прям очень медленно нам надо двигаться. Так, и направо. И направо, и налево. Я думаю, те, кто с Польши, например, меня смотрит, тем вообще будет интересно реально посмотреть на эту карту. Может быть, они даже не знают, что ГТС такое есть. Так. Я же стою на флажке, что такое? Я же стою на флажочке. А, то есть так. Я почему-то ждала, что он сам мне предложит показать Enter. Почему-то я немножко затупила. Давайте припаркуем наш прицеп. Так, аккуратно. Ой-ой-ой, аккуратно. Не так. Это не аккуратно. Чё, вперед? Вот. Вот. Какую кнопку мне нажать? Все. Превосходно. Мы с вами доставили груз уксус из Мальбурга Яски в Пельмешицу. В страну пельменей. В Пельмешицу. И на этом все. Большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вам эта карта понравилась точно так же, как и мне. И если она вам понравилась, то ссылка на этот мод будет в описании. И также напоминаю о том, что следующий стрим, который будет в среду, я буду делать на этой карте, поэтому вы сможете рассмотреть все еще более подробно. На этом ролик подходит к концу. Я вас всех очень сильно люблю, целую и всем пока. Девка за рулем, Девка за рулем,